Привет, друзья! Готовлю сегодня очень сытное блюдо из недорогих и весьма доступных продуктов. Запеканка из риса с овощами. Что я взял для этого? 2 стакана риса, зеленого горошка быстрого замораживания 150 грамм, овощную смесь тоже быстрого замораживания 150 грамм, 1 луковицу, сливочного масла 50 грамм, плавленый сырок 2 штуки, соль, перец по вкусу. Вот и все, что мне понадобится. Ставлю первым делом вариться рис на 15 минут в кипяченую воду. Заливаю лук, нарезаю крупным кубиком и отправляю его в сковороду, в которой будет происходить, так сказать, все основное действие до момента запекания. Сковорода должна быть достаточно вместительная, потому что сюда же потом, после того, как будут тушиться овощи и лук, пойдет еще и рис. В это время нарезаю корейку, можно взять ветчину, любой мясной продукт готовый. 300 граммов овощей свежемороженых, которые я говорил, или быстрого замораживания. Прямо холодными добавляю к уже ставшему прозрачным луку. Накрываю это все крышкой и надо тушить эти овощи около 5 минут. В принципе, они готовы к употреблению, просто их надо разморозить и распарить вместе с луком. И вот затем сюда же добавляю нарезанную крупными кубиками корейку. И снова это тушу где-то в течение 5 минут. И солю по вкусу. Сюда же добавляю немного перца. Тоже по вкусу. И выкладываю рис. Тщательно его перемешиваю и вместе с овощами продолжаю его тушить. Форму для запекания смазываю обильно сливочным маслом и выкладываю сюда всю нашу смесь. Затем я ее разравниваю равномерно и выкладываю на поверхность несколько ломтиков плавленного сыра. Можно любой, можно просто тертый сыр, любой, который вам нравится. У меня под руку попался плавленый сырок. И 2 штуки я нарезал такими ломтиками и положил сверху. Разогретую до 200 градусов в духовку ставлю это где-то минут на 20. И через 20 минут блюдо готово к употреблению. Его можно раскладывать по тарелочкам, добавить любую зелень или свежие овощи, которые вам нравятся. И приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить новые ролики. Ставьте лайки этому ролику и этому рецепту, если он вам понравился. Делитесь этой ссылкой с друзьями в социальных сетях и мессенджерах. И до новых встреч!